Привет всем, кто идет за смыслами, кто ныряет в глубину и кто не согласен с плоским видением мира, предложенным нам сегодня, а кто вместо этого хочет попасть в многослойную вертикаль нашего внутреннего мира, который неразрывно связан с внешним. Я приветствую вас здесь, в самом сердце, в лаборатории, в которой мифы оживают, а древняя музыка обретает голос, в моей музыкальной студии, в сердце вселенной забытых миров. Если вы уже подписаны на канал, то вы знаете, что это не просто музыкальный канал, а здесь я создаю театр, я создаю вместе с командой, вместе с моими потрясающими коллегами, и в частности вместе с выдающимся, по моему мнению, композитором Александром Куинджи, мы создаем рок-мистерии. И первая из них — Исида, «Голос забытых миров». А сейчас мы трансформировали это название в Исида, «Зов вечной любви». Я потом объясню, почему именно. Жизнь, побеждающая смерть, рвет ткань судьбы напополам, расколет на твою земную твердь и вновь родит солнце там. Мы создали концепцию, точнее, эта концепция создала нас. Знаете, как бывает, когда вглядываешься в вечность, а на самом деле вечность глядит в тебя. И мы создали концепцию, в которой объединяются мифы древности, метафизика звука и наше современное видение этих идей. Я решила сделать серию видео, в которых я буду знакомить вас вот так вот за чашечкой кофе, за чашечкой чая, который у меня здесь есть. Я люблю пить это из тонких фарфоровых кружек. Я ретроград. Вот из таких вот потрясающих, которые мне подарила моя тетя недавно. Вот так вот за чашечкой кофе, за чашечкой чая я хочу немножко с вами побеседовать. И здесь я приветствую именно тех людей, которые любят неспешность, которые любят вдумываться. И, быть может, идеи, которые я выскажу, они не обязательно будут всем вам близки. Может быть, у вас возникнут свои интерпретации, свое видение, но вот этот процесс поиска так или иначе нас объединяет. То есть я уверена, что по ту сторону экрана находятся люди, которые так же, как и я, бесконечно ныряют в глубину, так же, как и я, бесконечно ищут и нащупывают смыслы и оттенки этих смыслов. В каждом следующем видео я буду проходить по сценарию нашей рок-мистерии Исида, и в этом сценарии у нас скрыты сразу несколько древних мифов, очень много отсылок не только к эпосу, но и очень важным философским, даже я бы сказала, концепциям, религиозным концепциям, метафизическим концепциям. И мы с вами пройдем это путешествие в таком формате беседы. И я уверена, когда мы с вами это путешествие совершим, я пока точно не знаю, сколько видео получится, это будет известно уже по факту, потому что какие-то темы могут занять больше времени, но я абсолютно уверена, когда вы пройдете по этому пути вместе со мной, вместе с нами, в тот момент, когда вы придете на рок-мистерию Исида и на наши последующие постановки, вы получите не только впечатление такого зрителя в настоящем моменте, да, который получает определенные впечатления вот прямо здесь и сейчас. Это само собой, но вы также сможете охватить, принять и, я уверена, насладиться всей шириной того послания, которое мы вам хотим передать. И сегодня я хотела сделать такое вступительное видео и рассказать вообще о вселенной забытых миров. Что это такое? Почему она называется именно так? И что она в себе содержит? Я начну немножко издалека. Быть может, многие из вас задавались вопросом, откуда музыканты, артисты, художники черпают творчество, черпают все эти творческие идеи. Мы сейчас, конечно, не берем какой-то там откровенный плагиат или когда мы находимся в рамках коммерческой индустрии и люди используют какие-то приемы, ходы, аккордовые последовательности, образы, которые спекулируют на обыденности
на такой давящей на нас каждый день обыденности. Да, то есть у нас, в принципе, музыку, вот если мы берем мировую музыкальную индустрию, мы можем разделить ее на три составляющих. Я это скажу, потому что это важно. Даже если вы не музыкант, я уверена, это заставит вас задуматься. Это заставит вас задуматься про то, что я слушаю и как это влияет на мою жизнь. То есть у нас есть три вида музыки. Есть музыка, которую мы назовем, я не буду применять слово «высшее», да, то есть тут нету какой-то градации, там, низшее, высшее, плохое, хорошее. Это просто виды взаимодействия, да, артиста со зрителем. То есть у нас есть музыка, которая заставляет нас думать, которая заставляет нас смотреть в глубину и которая заставляет нас трансформироваться, трансформировать свою боль во что-то намного большее, чем мы сами, что-то, что нас категорически меняет. Вот это один тип музыки. И, как правило, эта музыка, она живет сквозь века, и эту музыку знают и любят в течение долгого-долгого времени. И это не только классика, да, то есть это может быть классика рока, это этническая музыка, безусловно, это отдельный пласт музыки, про который мы будем очень много говорить. Есть музыка, которая затрагивает социальную сферу, да, социальные отношения людей, которая затрагивает, ну, как сказали бы академические психологи, которая разговаривает не с нами, а с нашей травмой. Да, то есть как бы крючком так вот захватывает что-то, в чем мы сами запутались, в чем мы сами увязли, и продолжает нас водить по этому замкнутому кругу. Такой музыки очень много, и она может притворяться музыкой осмысленной, но если вы ищущий человек, если вы идете в глубину, вам такая музыка будет казаться, ну, слишком такой неоправданно сентиментальной, что ли, да. И есть вот самая такая примитивная история, это музыка, которая построена только на наших таких инстинктивных порывах. То есть это вот какая-то совсем банальщина, вроде того, что там двигай телом, мы там в баре танцуем, идет бит и прочее, прочее. Ну, вот такие вот истории. И не то чтобы те люди, которые делают такую музыку, они какие-то менее ценные артисты, а те, которые делают там условно высокую музыку, это более ценные артисты. Нет, дело не в этом, а дело вообще не в этом. Дело не в этой классификации, а дело в том, куда вы идете, когда вы слушаете такую музыку, когда вы смотрите такое искусство, и куда оно вас ведет, куда вы приходите вместе с этим, а вы точно куда-то приходите или не приходите, если вы слушаете это каждый день. И вот если мы говорим о высокой, опять я употребляю это слово, которое я не хотела употреблять, скажем так, музыка, которая смотрит в глубину. Вот такая музыка и такое искусство в общем и целом, неважно, это может быть живопись, кино, что угодно, театр. Такое искусство, оно фактически не создается людьми. Это сейчас странно прозвучит, и многие могут со мной поспорить. Идеи для него приходят извне. То есть это идеи, которые не аккумулируются вот здесь вот где-то там в нашей мирской жизни. Это идеи, которые приходят напрямую откуда-то еще. И я уверена, вот если сейчас меня смотрят кто-то, кто искренне сам сочиняет, кто не может без этого жить, да, вот люди, которые не могут без этого жить, вот как говорят, что художник должен быть голодным, это означает, что неважно, ты сыт или голоден, ты все равно будешь сочинять песни, ты все равно будешь писать картины, и даже если это никто не видит. То есть у тебя есть эта потребность не просто этим поделиться, а сформулировать это в нашем материальном мире. И вот такие люди, они, как я уже сказала, берут свое вдохновение, свои идеи, точнее, они не берут, они к ним приходят откуда-то извне. И в этом смысле я абсолютно далеко не первый человек, кто заявляет такую идею. Люди про это думали давно. Откуда же приходят эти идеи. И, кстати, как и научные открытия, да, то есть как и научные открытия, многие из которых приходят как откровение. И откровение, оно может быть как и религиозное, там, да, какое-то такое откровение духовное, да, это вне конфессии, вне каких-то традиций, то есть это как угодно может произойти. И такое же откровение, оно может быть в искусстве. И такое же откровение, оно может быть в науке. Все это виды одного и того же откровения в разной форме, в разных направлениях человеческой жизни. Если мы заглянем в античную культуру, то там мы столкнемся с миром идей Платона. И вот эта вот концепция мира идей, она потом трансформировалась много раз в культурах разных стран, но тем не менее на нее нам следует обратить особое внимание. Что такое мир идей? Это
нематериальное пространство, это некое духовное пространство. Опять, когда я говорю слово «духовное», не стоит это воспринимать как принадлежность к какой-то религии, да, то есть духовное — это имеется в виду мысленное, ментальное, нематериальное. То есть это некое пространство, эфемерное пространство, в котором живут совершенные идеи. И все, что мы видим в материальном мире, все, что есть вокруг нас, и все, что есть внутри нас также, это лишь блеклое отражение вот этих совершенных идей, которые где-то существуют. И что бы мы ни делали здесь, мы никогда совершенства этих идей не достигнем. Да? То есть нет предела совершенству. Но, с другой стороны, сам путь к постижению этого совершенства, вот этот шероховатый путь, это тоже идея, которая имеет свое совершенство. И мы одновременно, стремясь к этим идеалам, проходим путь ошибок и разочарований, без которых эти совершенные идеи не могут быть подлинными. То есть именно несовершенный путь делает наши идеалы подлинными. И возвращаясь к концепции мира идей Платона, следующая за этим, для меня следующая за этим концепция – это концепция хроник Акаши. Хроники Акаши – это уже не античная философия, это теософия, это метафизика, это эзотерика. И кто-то может скептически относиться к этой картине мира, но у меня есть что сказать скептикам. Сначала я расскажу для тех, кто еще не знает, что такое хроники Акаши. Это так называемая огромная вселенская библиотека абсолютно всех идей и знаний. И в этой вселенской библиотеке у каждого из нас есть свой читательский билет. Он где-то хранится, забытый нами, да, поэтому забытые миры. Где-то он хранится внутри нас, но не все его используют. И у музыкантов, у художников, у создателей искусства, у выдающихся людей науки, у них у всех есть абонемент в эту библиотеку. И в тот момент, когда ты осознаешь, что у тебя есть действующий читательский билет или у тебя есть действующий абонемент во вселенскую библиотеку всего, то жизнь уже никогда не будет прежней. Именно в этот момент ты осознаешь, что бы ни происходило в нашей повседневной жизни, человек, он всегда будет немножко грязнуть вот в этой повседневности, да, вот в этой обыденности, в повторении одного и того же, в добывании хлеба насущного, да, то есть вот таков материальный мир, да, мы никуда не можем от этого уйти. Но мы должны знать, что существует нечто намного, несравнимо большее, чем наши повседневные мысли. Нечто несравнимо большее. И в этот момент, когда я обнаружила свой читательский билет внутри себя, действующий, я вдруг как будто бы проснулась. Я поняла, что у меня в руках, у меня в сердце находится такой безграничный мир всего, заглядывая в который я обретаю настолько ясный и вкусный смысл своей жизни и своей жизни после жизни, что это ни с чем не может сравниться. И один раз заглянув туда, вы не захотите оттуда уходить. Вы захотите приобрести абонемент себе, и для этого не обязательно, наверное, быть именно артистом, вообще не обязательно. Можно быть слушателем, можно быть поклонником искусства. И эти двери абсолютно также открываются для всех. Для меня это забытые миры, потому что до момента, когда мы этот читательский билет в себе обнаруживаем, да, вот эти двери открывается вот этот портал во вселенскую библиотеку всего, мы понимаем, что все это мы уже знаем, все это мы уже видели. И какие-то мысли-образы, архетипы из мифов, собранные эти образы, сконцентрированные, да, в каких-то характерах, в каких-то героях, места, локации, звуки, цвета. Мы все это уже видели, но мы это забыли. Я убеждена, что вот эта вселенная забытых миров, она не существует где-то отдельно от нас самих. Она находится прямо здесь, прямо вот там, где находимся мы, и между нами существуют только кротовые норы. То есть вот эти наши читательские билеты – это и есть кротовые норы в космическом смысле, некие мосты между разными измерениями, мосты между разными реальностями, разными вселенными, галактиками, между разными слоями нашего мира. Процесс откровения, он же очень давно существует в человеческой культуре. Сейчас мы с вами вот в этом
сумасшедшем современном мире, не то чтобы я хочу сказать, что так скептически или как-то с каким-то таким удручающим посылом сказать, что вот мир, в котором мы живем, он абсолютно безнадежен. Нет, этого я не хочу сказать, но есть определенный вкус нашего времени, из которого мы не можем до конца выйти, мы все равно находимся внутри него, внутри парадигмы нашего времени. И внутри нашего времени мы лишены очень важных для человека вещей. Мы лишены вот этого откровения, и мы лишены общения между людьми, скрепленного этим откровением. В музыке фламенко, вообще в искусстве фламенко есть понятие дуэнде. Я часто про него говорила. Это такой катарсис, можно сказать. И считается, что дуэнде может обладать только настоящий артист. То есть, если ты не обладаешь дуэнде, если ты не показываешь это, если зритель в тебе этого не чувствует, то ты просто ремесленник, то есть ты не артист, поцелованный Богом. И что такое это дуэнде? Это когда через боль, и так же как катарсис, да, то есть когда мы через огромную боль, скрытую у нас внутри, и неизбежную, да, потому что мы находимся в мире, наполненным этой болью. То есть он наполнен и радостью, наполнен счастьем, и в то же время он наполнен болью. Да? То есть вот мы находимся в этом среднем мире, как сказали бы шаманы, срединном мире. И когда мы аккумулируем в себе вот эту боль и умеем превратить ее в огромную силу и сформулировать ее как бесконечную красоту. И таким образом в древнегреческом, в античном театре через катарсис, через трагедию, да, через эпос, через высокую трагедию зритель мог пережить свою высокую трагедию внутри себя. Она у нас у всех есть абсолютно, да, то есть мы все, да, это может быть не каждый день, и не всегда люди думают про это, да, но у нас у всех есть эта трагедия нашего смысла нашей жизни, и мы иногда теряем его, потом обретаем, потом он меняется, и мы неизбежно обусловлены жестокостью материального мира, необратимостью материального мира. И в этом материальном мире всего недостаточно. Если ты обладаешь большими деньгами, ты все равно можешь быть несчастен. И все, вот это и есть полная картина материального мира. Чем больше у тебя есть материального, тем больше тебе надо. Ты не можешь остановиться, ты никогда не будешь утешен в материальном, и ты никогда не будешь удовлетворен до конца. Катарсис, который мы получаем из искусства, из подлинного искусства, вот это дуэнде, которое передает нам артист, вот это состояние высшего экстаза, когда через свою боль ты производишь огромную силу и красоту, через свою боль ты производишь, как из вулкана, да, появляется эта лава, это огромная сила, которая потом застывает и превращается в красивую форму, в искусство, созданное природой. Именно в этом состоянии наивысшего экстаза, этого катарсиса, этого дуэнде, человек по-настоящему утешается. Он по-настоящему может быть удовлетворен собой, своим смыслом, своими смыслами, своей жизнью, своей радостью и своей болью. Потому что радость не может существовать отдельно от боли, и боль не может существовать отдельно от радости. То есть здесь мы становимся абсолютно цельными и поэтому абсолютно счастливыми. Я очень-очень давно занимаюсь музыкой, и так вот, профессионально, на профессиональной сцене я начинала именно с музыки фламенко. Именно там вот эта концепция дуэнде, которая передает артист, передает его, и зритель его также пропускает через себя. Именно там я узнала про эту концепцию, и я окуналась в разные жанры, я занималась музыкой разных народов мира и начала подмечать какие-то сходства, что вот это дуэнде, оно есть везде, вот этот катарсис есть абсолютно во всех народных культурах мира, абсолютно во всех. Я, конечно, не могу сказать, что я изучала все, вот, но я изучала, скажем так, основные и достаточно удаленные друг от друга, то есть очень-очень разные. Там это Индия, Африка, это Латинская Америка, да, это все находится друг от друга достаточно далеко. Там абсолютно один и тот же корень этих искусств в трансформации своей боли в огромную силу и красоту. И я очень хочу, чтобы моя вселенная забытых миров, которую мне благодаря какой-то невероятной, бесконечной удаче удается воплотить в форму в этом материальном мире, да, в форму спектакля, в форму рок-мистерии, в форму ритуального искусства над национальностями, над культурами, над конфессиями. Я бы очень хотела, чтобы слушая нашу музыку, приходя на наши спектакли, вы смогли обнаружить в себе этот читательский билет во вселенную, библиотеку всего.
И чтобы этот билет стал вашим ключиком. Мы, кстати, собираемся делать мерч нашей Вселенной забытых миров. Каждый артефакт будет такой волшебной вещицей, и среди них обязательно будет читательский билет с особыми словами, с особыми пожеланиями и с особым ключом во Вселенную забытых миров. И когда мы открываем Вселенную забытых миров, эту вселенскую библиотеку всех образов, всех архетипов, всех смыслов, мы таким образом на самом деле поворачиваем ключик и открываем дверь в свое сердце, в подлинного настоящего себя. То «я», которым мы на самом деле очень-очень глубоко внутри себя являемся. Именно в этот момент необъятная Вселенная и наше сердце оказываются очень тесно связаны. Они начинают переливаться друг в друга, и можно одновременно находиться и там, и в этом не будет никакого противоречия. И многие противоречия уйдут. Ну, на сегодня, пожалуй, мы пока остановимся. У меня закончился кофе. Вот. Я надеюсь, что вот эти философско-метафизическо-музыкальные беседы, они украсят ваше утро или ваш вечер, или ваш день. Я обязательно размещу этот ролик в виде подкаста на своем телеграм-канале, чтобы можно было его просто слушать как аудио, не заходя в YouTube через VPN вот со всеми этими историями, которые сейчас у нас, к сожалению, мы вот так вот. Подписывайтесь, пожалуйста, везде, потому что если вы подписаны, вы в курсе абсолютно всех событий. И не случится такого, что мы приезжаем в ваш город с рок-мистерией Сида, весь город увешан афишами, интернет пестрит анонсами, а вы про это вдруг не знаете, да, то есть самое надежное это подписаться и быть в курсе абсолютно всех новостей. Я вам желаю волшебного вечера, дня или утра, и увидимся в следующих видео. В следующем видео мы начнем идти по сценарию и одновременно по древним мировым культурам. Я вам расскажу много интересного, а вы к этому моменту, пожалуйста, посмотрите краткий обзор на смыслы Исиды, как там это все переплетается, вот, чтобы вы уже были подкованы к следующему видео. Вот обязательно зайдите на мой сайт, который не есть визитка, а есть дом смыслов, и там в разделе «Вселенная забытых миров» вы можете прогуляться по локациям этой Вселенной и оставить свое пожелание, послание древу жизни. То есть это может быть желание, это может быть просто какая-то мысль. Туда можно это анонимно написать, отправить, и оно обязательно придет к древу жизни, в самый центр Вселенной. Всё, я вам желаю отличного вечера.